Привет, друзья! Приобрел себе шлифмашинку от компании DLT, модель машинки R7232, как видите. Сейчас мы ее будем распаковывать. И приобрел такой же от этой компании DLT финишный шпатель. Получается с лезвием 0,5 и длина данного получается 60 сантиметров. Также его покажу в работе. Давайте приступаем к распаковке нашей шлифмашинки. Как вы видите, данная шлифмашинка поставляется в кейсе, удобная для переноски ручка идет. Также идут удобные фиксаторы, крышки данного кейса. И внутри, как мы видим, сама идет шлифмашинка, идет шланг для пылесоса, длина шланга 4 метра. Также имеется две насадки под разные модели пылесосов. Сейчас буду смотреть, какая у меня стоит. Если она подойдет к моему пылесосу, соответственно, я эту насадку не буду переставлять. Правильно вроде бы его называется адаптер для пылесоса. Ну, дальше идет, как мы видим, шлифмашинка. Сейчас я ее распаковываю, достаю, показываю визуально, как она выглядит, поближе покажу и расскажу, соответственно, характеристики по ней. Также в комплект входит для данной шлифмашинки удлинительная ручка. Идет в комплекте инструкция. Сейчас мы по ней пробежимся, посмотрим характеристики, я вам зачитаю. И в комплекте поставки идет у нас шлифовальные диски в количестве, если не ошибаюсь, 6 штук. И идет шестигранник для снятия тарелки. Вот такой комплект поставки. Итак, в комплекте поставки шлифовальные круги у нас идет 60-ка, 80-ка, 120-й, 150-й, 180-й и 240-й. Соответственно, я понимаю, это положили для того, чтобы вы могли поработать, определиться, какие вам надо круги, и, соответственно, сделать заказ или в магазинах своего города, или также заказать у компании DLT. У них, если не ошибаюсь, идет в наличии каждая наждачка по 10 шлифовальных кругов. И давайте сейчас пробежим по инструкции, посмотрим технические характеристики. Почему я буду пробегать по инструкции? Не хочу просто со своих слов как бы это все заучивать, где-то все равно по-любому сделаешь ошибку. Поэтому сейчас поднесу инструкцию и покажу поближе все данные. Итак, пробегаемся по инструкции и смотрим. Технические характеристики машины, они указаны сразу на 4 модели. DLT R7232, которую сейчас я вам показываю, идет максимальное число оборотов на все 4 у них модели указано 1500. Также вы с данными техническими характеристиками можете ознакомиться при покупке у них на сайте и, соответственно, выбрать ту шлифмашинку, которая вам подойдет. Вес с удлинительной ручкой 3,5 данной модели, без удлинительной 3,2. Возможность подключения пылесоса, как я и говорил, она имеется. Диаметр абразивных кругов, кому интересно, 225 мм. Длина кабеля 4 метра. Длина патрубка пылеотвода 4 метра. Тип или так званый класс товара профессиональный. Мощность двигателя 710 Вт. Плавный пуск заявлен. Поддерживание постоянных оборотов имеется. Регулировка оборотов также имеется на данной модели. Это мы сейчас будем пробегать, смотреть на рукояти. Резьба шпинделя М6. Тип шлифования сухое. Число оборотов от 600 до 1500 оборотов в минуту. Ну, также комплект подставки, как я и говорил. Шлифмашинка, шланг 4 метра, адаптера 2. Шлифовальных 6 штук, шестигранник и инструкция по эксплуатации. Итак, давайте сейчас я уберу инструкцию быстро, чтобы она мне не мешала. Положу в сторону. Также шлифовальные диски положу аккуратненько. И посмотрим теперь нашу шлифмашинку. В данной шлифмашинке в рукояти имеется уплотнительное кольцо. Рукоять приводится в рабочее состояние вот такой простой сборочкой. Имеется регулировка оборотов, соответственно, включение кнопка идет. И вот так вот выглядит наша вся шлифмашинка. Плюс мы можем ее удлинить с помощью удлинителя. Это делается следующим образом: вставляется рукоять, зажимаете и, соответственно, уже можете шлифовать более высокие потолки. Рукояти мы пока ложим в сторону, она больше не интересна. Сейчас будем пробегаться по самой машинке, как она выглядит. Итак, что хотел бы еще рассказать по данной модели, почему именно я остановил свой выбор на ней. Здесь имеется возможность регулировки вакуума, что позволит, соответственно, мне снять лишнюю нагрузку с моих рук и тем самым работать лучше на потолке или под потолком.
Да, кстати, здесь у меня стоит тарелка жесткая, есть мягкая и есть именно комплект поставки, когда будете покупать, она идет, данная шлифмашинка, именно с жестким. Есть еще так званая ультра жесткая, соответственно, выбирайте сразу при покупке, что вам необходимо для работы. И имеется здесь еще возможность снять защиту. Для чего это предназначено? Вот так вот она снимается, получается защитка. Тем самым вы сможете подойти ближе к краю, сошлифовать край. Если вам это не надо, вы защелкиваете и шлифуете без этой возможности. Да, еще забыл вам показать шланг, как он устроен. Как мы видим, здесь идет вот такая вот, получается, как ее правильно называть, рогатина или как. Для чего она нужна? Когда вы вводите шлифмашинку, то есть вы где-то можете упереться в стену, и это предотвратит от перебивания шланга, повреждения именно вот этого шланга для пылесоса. То есть вы уперлись и все. И также, как многие, я смотрел обзоры, показывают, что можно поставить вдоль стены, она будет на нем стоять. И еще плюс здесь идет на шланге возможность также регулировки вакуума. То есть ослабить при отсасывании или больше. Соответственно, вы, когда вы выставили вакуум, которым вы работаете, если что-то вам не понравилось, и чтобы не убирать машинку, вы можете просто открыть на шланге, силу при отсасывании уменьшить, или наоборот закрыть, тем самым увеличить. Но как вы видите, адаптер подошел для моего шланга, поэтому я его одел. Соответственно, менять уже тут не буду, переставлять с комплекта. Все, начинаю работать.
Ну, что могу сказать про данный шпатель? Этот шпатель, конечно, покупал не для шпаклевания стены, а именно покупал для шпаклевания потолка. Вот этих коробов, получается, у меня 50 сантиметров, шпатель 60, соответственно, проходит идеально. Для стен он также подходит, если стена ровная. Если стена есть где-то искривление, то желательно лучше использовать более широкий шпатель. Намного лучше работать будет и, соответственно, будет снимать так, как надо. Потому что в нескольких местах я сейчас проходился, кое-где есть ямки, соответственно, снимаю более хуже. Ну и что еще могу сказать про данную шлифмашинку, так званый жираф. В работе очень хорошо помогает. Главное приловчиться правильно подводить к потолку и, соответственно, отводить от стены. Можно останавливать, но при этом останутся такие песуги. Я думаю, многие понимают, про что я говорю. А возможно, я что-то не понимаю, и вы дополните. Когда ей работаете, плавно подводите к потолку и, соответственно, плавно уводите, не останавливая при этом вращение. Тогда нету ни песок, ни царапин, все шлифует идеально. Хороший инструмент, мне понравился. Продолжаю делать ремонт. Оценивай видео, подписывайся, если еще не подписан. Пиши комментарий. Буду рад ответить.